Я была просто в шоке, когда узнала, что это не грибы. Вы обязательно должны это попробовать, если у вас есть 20 минут времени и 3 картошки. Здесь в миске у меня как раз 3 картошки, это где-то 500 грамм, я ее уже почистила, остается только порезать. Разрезаю картошку пополам и нарезаю вот такими не очень крупными кусочками. Отправляю картошку в миску. И затягиваю миску пищевой пленкой. При помощи деревянной палочки делаю несколько отверстий в пищевой пленке. Ставлю миску с картошкой в микроволновку и готовлю 7 минут. Мощность выставляю 700 Вт. Картошка уже готова. Достаю из микроволновки. Ух, какая горячая миска! Будьте осторожны, друзья, чтобы не обжечься, потому что из-под пленки просто вырывается горячий пар. Ну что, давайте проверим картошку на готовность. Посмотрите, картошечка уже мягкая, прекрасно прокалывается. И теперь возьмем толкушечку и сделаем картофельное пюре. И вот таким образом хорошенько разминаем картошечку. Теперь нам нужно картошку протереть через сито. Мы перекладываем пюре в ситечко. И вот так вот при помощи ложечки хорошо протираем. О, смотрите, у меня прям ежик получился из картошки. Отправляем ежика в миску. И вот такое красивое, однородное и гладкое картофельное пюре у нас с вами получилось. Если вы хотите, чтобы у вас получилось гладкое и однородное тесто без комочков, тогда обязательно, кроме того, что измельчите его картошку толкушкой, обязательно протирайте через сито. К картошке добавляю щепотку соли по вкусу и также добавляю крахмал. У меня картофельный крахмал, здесь 200 грамм, это примерно 1 стакан и еще 3/4 стакана. Все хорошо перемешиваю, вот так. И примерно в 3 приема добавляю 150 мл холодной воды, это 3/4 стакана. Ребята, не лейте всю воду сразу, добавляйте лучше небольшими порциями. И каждый раз хорошо перемешивайте, сначала можно ложкой или лопаточкой, а потом замешивайте руками. Вымешивать тесто руками лучше всего, потому что тогда вы прекрасно чувствуете его консистенцию и чувствуете, нужно ли добавить еще водички или тесто уже достаточно хорошо держит форму и достаточно пластичное. Посмотрите, какое красивое, однородное и действительно очень пластичное тесто получилось. Оно легко лепится, как такой очень приятный пластилин. Друзья, это просто удовольствие держать это тесто в руках и работать с ним. Слишком долго можно не месить. Как только все ингредиенты объединились, тесто стало однородным. Все, оно уже готово. Посмотрите, какое оно чудесное и мягкое получается. От теста отщипываю кусочек и скатываю вот такой вот шарик. И при помощи обычной бутылки делаю вот такой вот грибочек. Этим рецептом со мной поделилась моя соседка. Она дала мне попробовать грибочек готовый, и я даже по вкусу не сразу поняла, что это картошка.
Такая картошка совсем не похожа на картошку. Кстати, вкус и консистенция просто замечательные. Чем-то они напоминают макароны. Такая разновидность макаронов есть, как гночи или ньокки. Если вы знаете, то очень похоже. Также это похоже на картофельные галушки. Такие картофельные грибочки очень и очень вкусные, поэтому я специально для вас узнала у соседки рецепт и скорее делюсь им с вами. Друзья, напишите, пожалуйста, из какой страны вы меня смотрите. Мне очень интересно, какая у нас с вами обширная география. И если вам понравился рецепт, поставьте лайк этому видео и напишите, пожалуйста, комментарий. Хотя бы оставьте смайлик, потому что это очень важно для поддержки канала. Тогда вы чаще будете видеть мои рецепты, и я смогу снимать для вас больше интересных и вкусных видео. Вот такие вот чудесные, красивые грибочки у нас получились. Делаются они очень легко, ничего никуда не прилипает, с тестом работать сплошное удовольствие. И даже если вы в первый раз, можно сказать, зайдете на кухню и не очень любите готовить, то будьте уверены, что этот рецепт у вас получится с первого раза. Все очень быстро, просто и очень легко. Про вкус мы с вами узнаем чуть позже, а сейчас я вскипятила воду в большой кастрюле, посолила ее и в кипящую воду закидываю грибочки. С момента закипания варю ровно 2 минутки. Обратите внимание, что вода не должна сильно бурлить, она просто должна закипеть. Еще мне понадобится миска с холодной водой. В холодную воду можете добавить кубики льда. Все готово. Я сняла грибочки с плиты. Теперь при помощи шумовки вот так вот весело гоняем грибочки по кастрюльке и перекладываем их в миску с холодной водой. Очень увлекательное занятие, я вам скажу. А я-то не знала, чем мне сегодня заняться. Так что можно погонять грибочки по кастрюльке. Нам нужно быстро остудить грибы, чтобы они хорошо сохранили форму, вкус и консистенцию, и в готовом блюде получились вкусными и упругими. Прошло буквально пару минут, и я при помощи шумовки перекладываю грибочки в миску, стараюсь, чтобы максимальное количество воды стекло с грибов, чтобы лишней воды у нас не было в готовом блюде. Друзья, напишите в комментариях, если вы тоже, как и я, сначала подумали, что это грибы, и поделитесь рецептом с друзьями в соцсетях, так вы сохраните рецепт на своей страничке личной и всегда сможете его найти и приготовить эту красоту. А я чищу 3 зубчика чеснока. И измельчаю при помощи чесноковыжималки. Измельченный чеснок отправляю в миску. Добавляю соевый соус. У меня здесь 4 столовых ложки. Сюда же в миску отправляю пол чайной ложки сладкой паприки. Теперь порубим петрушку. И отправляю петрушку в миску к нашим картофельным грибочкам. Соль и перец добавляем по вкусу. Вообще с приправами вы можете экспериментировать. Первый раз можете приготовить по рецепту, а потом добавляйте те приправы, которые вы сами любите. Я уверена, что ваши грибочки получатся очень вкусными, и рецепт картофельных грибочков станет фирменным рецептом вашей семьи. Здесь в маленькой сковородке я накалила 3 столовых ложки растительного масла. И теперь кипящее масло я выливаю на наши картофельные грибочки.
Все хорошо перемешиваю. А запах стоит просто невероятный. Очень-очень вкусно, пахнет разными специями. Я представляю, уже предвкушаю, какое на вкус получится это блюдо. Ребят, а вы знаете, что этот рецепт, оказывается, уже очень давно стал популярным? А я только вчера открыла его для себя. Очень жаль, что я не узнала его раньше. Зато теперь буду готовить его буквально через день. Вместо макарон буду готовить грибочки из картошки. И если вам понравился рецепт, напишите, пожалуйста, в комментариях «хочу грибочки» или «хочу картошку». И я буду знать, что вам нравятся такие вкусные, быстрые и интересные рецепты. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить мои новые вкусные видео. С вами была Олеся на канале «Готовим дома». Приготовь, поделись, подпишись. Пока-пока и скоро увидимся. Желаю вам приятного аппетита!